Всем привет, дорогие друзья, с вами Зедрик, и сегодня рубрика «Итоги недели». Поехали! В сети появилось руководство пользователя Pico Motion Tracker 2.0 и, возможно, внешний вид будущих трекеров. Pico Connect 10.1.3. Новая версия из Китая. При кодеке H264 максимальный битрейт по проводу теперь 1000 мегабит, а по беспроводу 300 мегабит. Для H265 все те же 150 мегабит, а также добавили угол поворота прямиком из SteamVR. Уже знакомый нам студент Матвей полностью переписал модификацию порта Beat Saber. Теперь она заменяет не плагин для Unity, а Oculus VR, что приближает его к другим играм. Добавлено центрирование, это было бы невозможно без проделанной ранее работы. Оптимизировано получение данных трекинга, опять же благодаря переписанному коду. Исправлена регрессия вибраций вне Haptic CDK. Исправлен статеринг звука при выходе из игры по кнопке в меню. Как сообщил сам Матвей, скорее всего, это последнее обновление Beat Saber до выхода порта других игр, если он не успеет быстрее обновиться, конечно. Да, проблема с лагами при подключении Bluetooth наушников все еще присутствует, но это конкретная проблема игры. Стало известно, что Pico тестирует гарнитуры на Snapdragon XR2 Gen 2. Владелец южнокорейского форума VR Shits обратил внимание, что в базе результатов бенчмарка Geekbench 6 появился результат тестирования новой гарнитуры компании Pico под кодовым названием A9210 и материнской платой Anorok. Новая гарнитура работает на Android 14 и имеет шестиядерный чип Snapdragon XR2 Gen 2, такой же, как у Quest 3. Два быстрых ядра, 4 медленных, с 12 гигабайтами оперативной памяти. В одном из тестов гарнитура обогнала по цифрам Quest 3. Если Quest 3 со своими 8 гигабайтами оперативной памяти выдавал в многопоточном бенчмарке 1412 попугаев, то девайс Pico выдавал сразу 3247, больше чем в 2 раза, но на другой мажорной версии бенчмарка. А в другом бенчмарке, на более актуальной версии, он наоборот чуть проигрывал Quest 3. Возможно, сказалась версия бенчмарка, а может, Pico еще тестирует разные режимы производительности устройства. Сами Pico никаких конкретных анонсов пока не давали, да и результат бенчмарка на сайте тоже можно подделать. Такой вариант исключать нельзя. А теперь переходим к новым релизам в Pico Store. CAD VR Anatomy. Обширная коллекция 3D-моделей анатомии, созданных путем 3D-сканирования трупов в анатомической комнате, а также фиксированных влажных и залитых в парафин образцов, хранящихся во всемирно известном анатомическом музее кафедры анатомии, гистологии и эмбриологии Медицинского университета Альберта Сент-Джюрди в Венгрии. Ну и на этом все. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Увидимся завтра. Пока-пока.